Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. И сегодня я хочу вам предложить связать джемпер с рукавами реглан по принципу минимализма. Здесь связан джемпер ажурным узором. У нас используется ажурный узор для отделки рукавов. Вот я показываю вам эту картиночку, как он выглядит. Вот видите, рукавчики. Очень простой, лаконичный дизайн. И, короче, вот этот вертикальный ажурный узор, который идет по центру рукава, используется у нас в качестве отделки этого изделия. Вот увеличенный вариант. Я нарисую сегодня схему для данного узора, которые мы с вами и, собственно, изучим, как выглядит эта схема. В разных расцветках продается этот джемпер в интернет-магазинах. Это машинная вязка, но его же можно связать и спицами вручную. Согласны, да? Конструктивно изделие у нас вяжется отдельными деталями, с рукавами реглан снизу. И можно использовать вот такую выкройку. В принципе, свои размеры ставим. Конечно же, мерки у всех индивидуальные. Вот так выглядит в розовом цвете данная модель. В нежно-розовом цвете, в ярко-розовом цвете. То есть цвет, конечно же, по желанию. Пряжу мы будем использовать средней толщины. 100 грамм 300 метров. И вот выглядит так схема у нас. Раппорт составляет 25 петель и 8 рядов. Прямоугольный треугольник. Это 2 вместе изнаночной вяжется в лицевом ряду. И 2 вместе лицевой вяжется в изнаночном ряду. Равнобедренный треугольничек. Это 3 вместе одной петлей вяжется. И я связала этот образец. Вот он как выглядит. Смотрите. Вот так вот, в принципе, все один в один, как на модели. Спинка перед вяжется с использованием платочной вязки. И по центру вот этот ажурный узор. Я использовала для образца пряжу Alize Superlana Classic. И там в 100 грамм 280 метров. Спицы использовала 3,5. Ну и, в общем-то, для того, чтобы создать расчет на ваши индивидуальные мерки, вам надо, конечно же, воспользоваться вначале их узнать, свои индивидуальные мерки, длину, ширину. Много мерок потребуется. Длину рукава нужно будет определить, длину изделия нужно определить. Вот. И затем по выкройке расставить все свои величины. И затем делать расчет. У меня есть видео, как пользоваться расчетом, как использовать расчет плотности для дальнейшего расчета изделия. И ссылочка на данное видео будет у меня под данным видео. Можете посмотреть в текстовом описании. Еще показываю вам несколько картиночек. И вторая модель. Давайте теперь посмотрим вторую модель. Вторая модель. Это джемпер праздничный, нарядный, очень оригинальный. И именно вязание этой модели мне хотелось бы с вами сегодня разобрать. Это классическая выкройка, почти классическая. У нас широкий такой рукав со складками по окату идет. Вот увеличенный вариант идет. Очень красиво смотрятся узоры. Сегодня я нарисовала схему к данному узору. Вот еще одна фотография, стильная очень. Вот такой предлагаю использовать выкройку.
за основу классическую выкройку и ширину рукава, вот здесь ширину рукава вот в этой части увеличивать на 5-6 сантиметров от обычного. И затем будут у нас складочки уже в процессе, когда вы будете сшивать по окату, делайте симметричные складки. Конечно, в эту выкройку необходимо ставить свои размеры. И как затем считать, у меня есть обучающий бесплатный видеопроект, видеомастер-класс, который я ссылочку оставляю под видео. Смотрите там, как делать расчет. Значит, обычно у нас ширина оката для размера 44-46 составляет 36 сантиметров, а если с учетом складочек, то вот в этой части она будет около 41-42 сантиметра, вот в этой части. Просто для примера, да? Затем, значит, вяжется деталь у нас снизу вверх. Джемпер конструктивно состоит из отдельных деталей. Длину, ширину, конечно же, мы под себя, под свои мерки регулируем. Пряжу используем для вязания средней толщины. Я всегда ориентировочно рекомендую использовать пряжу с толщиной 100 грамм 300 метров. И вот по этой схеме у нас с вами идет узор. Я нарисовала, да, вот эта часть джемпера у нас связана этим узором. Вот здесь у нас несколько элементов используется. Есть большая бабочка по центру, есть малая бабочка на 8 петлях в ширину, большая бабочка 12 петель в ширину. Есть у нас ромб на 8 петлях, все на схеме нарисовано, подписано, да. Вот высота тоже я здесь вот подписала, что ромб у нас высоту раппорта имеет 12 рядов, большая бабочка 10 рядов в высоту раппорт и малая бабочка 6 рядов всего. Как располагаются узоры, хорошо видно на фото, да. По центру идет ромб, и малые бабочки идут симметрично. Вот малая бабочка, большая бабочка и центральный ромб у нас занимает. Между всеми узорами одна лицевая петля вертикально, видите, идет полоса. Весь этот рельефный узор у нас вяжется только по переду, спинка и верхняя часть переда, и все рукава вяжутся мелким ажурным узором. И вот схема ажурного узора. Раппорт ажурного узора составляет 22 петли и 24 ряда. И вот я его вам показала. Этот ажурный узор очень простой. Попытался его связать, и все получилось как в оригинале. Это спинка. Имейте в виду, что плотность, когда будете делать расчеты, разная будет. Используйте другую плотность для узорок с перекрещиваниями. Имейте это в виду. И лицевая гладь обычно имеет другую плотность, чем узоры рельефные. Это очень важно. Иначе у вас получится спинка шире, чем перед. И еще немножко фотографий вам покажу. Конечно же, здесь можно воспользоваться тем, что несколько изменить. То есть можно вариант сделать с рукавами реглан, со спущенными рукавами. Да? То есть здесь, пожалуйста, просто воспользоваться этим узором для вязания, например, жилета. Да? То есть не обязательно делать все один в один, как у модели. Длина, видите, укороченная, можно сделать удлиненный вариант джемпера. Получится туника, например. То есть здесь можно комбинировать. Это просто видео, так скажем, предложение по вязанию. Очень красивый, интересный мотив здесь используется. Очень мне, в принципе, нравится. Поэтому я создала это видео, выбрала эту модель. Это машинная вязка, если кто не понял, не ручное вязание, но мы можем все это дело
естественно, использовать для ручного вязания. Вот, собственно, две модели, которые я хотела вам сегодня показать. Вся эта статья выложена у меня в группе в Одноклассниках, называется «Вязание с Лосева», моя группа. И я хотела бы ссылочки на эту статью оставить под видео. Собственно, все. До новых встреч, мои хорошие. Буду вам еще новые хорошие видео снимать, с новинками в том числе. До новых встреч.